Если вы путешествуете, то наверняка слышали, что у отелей существуют программы лояльности. У Hilton, у Marriott, у всех брендов практически они существуют. Наверное, кроме Four Seasons. И эти программы лояльности дают какие-то бонусы взамен за то, что вы лояльны этой сети отелей. Ну, логично. Давайте посмотрим, что за уровни такие и что они вообще дают. Сегодня на примере сети Hilton. Она называется Hilton Honors, и в ней есть 4 уровня. Самый базовый это Member или синенький, голубенький, Blue, как угодно. Ну, вообще Member обычно. Предоставляется он просто за регистрацию на сайте или мобильном приложении, то есть ничего делать не надо, кроме того, что вы отдаете свой email, номер телефона. По-моему, все. Сильно много бонусов ждать не стоит, но так как это стартовый уровень, надо же с чего-то начинать. Бонусы достаточно базовые, включают в себя не очень много вещей. Это, например, зарабатывать баллы за поездки, спецтарифы на проживание, чек-ин и чек-аут в самом приложении, то есть не надо идти на ресепшн, и электронный ключ. Честно сказать, за все поездки электронный ключ у меня был лишь в одном отеле сети Hilton, потому что далеко не везде это поддерживается. Онлайн-чекин, честно сказать, не пробовал ни разу, потому что не было нужды, и все было и так удобно. Другие плюшки этого уровня программы лояльности, честно, для меня выглядят как маркетинговые просто заманухи или какая-то историческая реальность каких-то регионов, возможно, что-то осталось из далекого прошлого. Ну, например, есть бесплатный Wi-Fi для членов этой программы лояльности. Правда, вероятнее всего, если вы проживаете в этом отеле, то вам тоже предоставляется бесплатный Wi-Fi. Так что тут вопросики. Ну, еще вам доступен выбор комнат. Конечно же, возможность получать маркетинговые материалы и скидки, очень важно. И отсутствие дополнительных платежей при оплате поездки за баллы. Ну, это в целом приятно и все-таки важно знать, что ты оплатил поездку за баллы, которые ты честно накопил, и в итоге ты потратишь не баллом больше, не долларом больше. Короче, потратишь только баллы, и больше долларов не потратишь. Ну, или рублей, или евро, или сумм, чего угодно, смотря в какой стране вы находитесь. А что за баллы-то вообще? Когда вы останавливаетесь в отелях сети Hilton, она огромная, там много брендов, то вы зарабатываете 10 баллов за каждый потраченный доллар за проживание или за услуги отеля, типа рестораны, спа, еще что-то такое. В некоторых брендах, которые не очень крутые, назовем это так, дают и того меньше баллов. Например, в True и Home to Studios дают всего по 5 баллов или поинтов, как угодно. А в Live Smart Studios всего 3 балла поинта за каждый потраченный доллар. Эти отели не столь популярны, их надо еще поискать. Вероятнее всего найдете их в Америке, либо в Китае, я так понял. Я пока не натыкался. Зачем эти баллы, поинты, я весь ролик буду называть их по-разному, нужны? Чтобы тратить на следующее проживание, как я и сказал уже. В некоторых странах еще можно потратить их у партнеров, например, такси-сервис Lyft, который работает в Штатах, или при покупке на Амазоне, опять же в Штатах, и даже какие-то концерты можно оплатить, и всякие мероприятия, но вероятнее всего тоже в Штатах. Мы заметим далее по ролику очень много бенефитов и вообще работы поинтов, да, и вообще работы, и вообще похуй. Но есть важное разделение. У поинтов, у баллов есть два типа. Базовые и бонусные. Очень удобно. Базовые я писал выше. Доллар потратили, 10 баллов получили. Все просто. А вот бонусные можно получить по разным промо от Hilton. Можно получить, купив эти баллы. Можно получить переводом себе баллов от других людей. Либо за программу лояльности. Но за следующий уровень, об этом ниже. Вообще про баллы можно снять отдельный ролик, так как там много мелких, но важных деталей и опций существует. И если интересно, то пишите в комментарии. Вы зарегистрировались в приложении, у вас есть базовая учетная запись, вы member, вы член этого клуба. Как дальше продвигаться? Как получить более крутые статусы и более крутые плюшки от этих статусов? Есть основные 3 пути. Накопить достаточно баллов, провести определенное количество ночей в отелях сети, либо же провести определенное количество стеев в этих же отелях. Стей и ночь немножко отличаются, то есть стей это каждый заезд-выезд, а ночь это ночь. То есть в стее несколько ночей может быть, либо каждый стей отдельная ночь, как вам угодно. Например, для перехода на следующий серебряный уровень вам надо набрать 25 тысяч базовых баллов. То есть потратить примерно 2500 долларов за проживание в целом. Остановиться в отелях 4 раза. Или же провести 10 ночей в отелях сети. И все это за 1 календарный год. Зато как только вы квалифицируетесь на этот статус, то он будет действовать остаток текущего года, когда вы набрали нужное количество ночей, баллов, чего угодно вы там набрали. А что дает этот серебряный статус? Ну, кроме базовых вещей, которые я перечислил ранее. Бонусные 20% к заработанным баллам.
То есть суммарно вы получите 12 баллов за каждый потраченный доллар. 2 бонусных, 10 базовых. 15% скидки на спа в all-inclusive отелях. Кстати, Hilton All Inclusive в Даламане очень клевый, советую, это Турция. Однажды ездил, мне прям очень зашло. Бесплатная бутилированная вода в номера. Да, это бонус. Если вы бронируете 4 ночи за баллы, то 5-я ночь у вас зайдет бесплатно в подарок. Приятно? Приятно. Если вдруг вы получили свой статус в 2025 году, спокойненько его отходили, и в 2026 вы прожили уже, например, 15 ночей, то 10 пойдут в зачет серебряного статуса, чтобы он продлился на следующий год. 5 дополнительных, скажем так, ночей перенесутся на следующий год, то есть в 28 году вам надо будет накопить только 5 ночей. Мелочь, а приятно. Как можно понять, статус можно потерять. И это сделать относительно легко, они вообще не вечны, кроме одного специфичного статуса, который я расскажу почти в самом конце ролика. Если за время действия вашего статуса вы не берете достаточное количество ночей, стеев или баллов базовых, то он закончится на следующий год и будет действовать еще потом 3 месяца, но как бы вы по сути уже обнулитесь и будете начинать сначала с базового статуса. А с 1 апреля у вас и везде отобразится то, что у вас базовый статус, и копить все заново надо, так что это не очень прикольно, если у вас уже он есть. И получается, программа лояльности такова, то что каждый год надо ее продлевать. Лояльность же. Ну да ладно, минимум серебряный статус поддерживать это не очень интересно. 10 ночей в год это, ну что это? Всего лишь 10 ночей в году в отелях сети Hilton. Мы же крутые путешественники. Сколько ж для следующего уровня надо, который золотой? Тут тоже надо постараться. Определенно надо постараться. Какие условия? 40 ночей надо провести в отелях в сети. Либо 20 стеев, либо заработать 75 тысяч базовых баллов. Ауч, ауч, ауч. И так, опять же, каждый год, чтобы поддерживать этот статус. А если же вы все-таки молодец, вы накатались в одном году на золотой статус, но на следующий год поездили в отеле сети, то, вероятнее всего, вас ждет понижение до базового статуса, даже не до серебряного. Да, Hilton может предложить вам челлендж, так называемый, оффер, когда надо провести меньшее количество ночей или чего-то еще совершить в отелях сети, чтобы поддержать свой статус или хотя бы не укатиться в самый низ. Но все-таки поддерживать статус надо каждый год. Ну, 40 ночей в год проводить в отелях, это уже так прилично, как мне кажется. Что же за это дают-то, если быть таким лояльным к одной сети? Огромный, правда. Уже будут давать 80% бонусных баллов. То есть суммарно 18, 10 базовых, 8 бонусных за каждый потраченный доллар. И потом их можно тратить на следующие стеи, на следующие поездки, можно их дарить, но об этом как-нибудь в другой раз. Когда у вас золотой статус, и вы прожили более 40 ночей за время владения золотым статусом, то за каждые следующие 10 ночей, проведенных в отеле в сети, вам будет начисляться 10 тысяч дополнительных бонусных баллов, что достаточно приятно. В Хилтоне во многих отелях завтрак не включен в проживание. Например, в Хэмптоне он включен, но в большинстве случаев завтрак — это дополнительная платная опция. Но не для золотых членов программы лояльности Hilton Honors. Вам предоставят его бесплатно. Либо же, если вы путешествуете по Америкам, вам дадут, вероятнее всего, не бесплатный завтрак, а кредит ежедневный на еду. В отелях, например, Waldorf Astoria, вам дадут примерно $25 в день. А Hilton пониже, чем Waldorf Astoria по сетке брендов, по люксовости их, так сказать. А вам дадут примерно от 15 до $18. А в Garden Inn, достаточно простых отелях сети, дадут всего лишь $10. А в остальном мире все просто. Вам дадут бесплатный континентальный завтрак. Кайф, кайф. Вот я в Катаре был, в Хилтоне, и мы втроем спокойно ходили завтракать. А еще одна важная фишка – это апгрейд вашего номера. Конечно же, по доступности, конечно же, с ограничениями. Например, самый крутой президентский сьют вам, вероятно, сегодня дадут, когда вы золотой член этого клуба. Во-первых, на апгрейд вы будете не в первую очередь, а во-вторых, вероятнее всего, там будет ограничение до сьютов. То есть вам могут дать самый крутой номер, но не сьют. Зато можно получить номер на высоких этажах, где обычно расположен Executive Lounge. В этом случае и доступ к нему тоже будет предоставлен. А что за лаунж такой вообще? Чем-то похож на аэропортовский, в какой-то мере отдаленно. В некоторых отелях сети Hilton, в некоторых брендах это специальная зона отдыха, где можно поработать, где попить можно чай бесплатно, кофе, другие прохладительные напитки могут быть предоставлены. А вечером чаще всего там бывает ужин, так называемый happy hours, где в том числе бывает и алкоголь. С утра еще можно и позавтракать, вместо общей зоны для завтрака.
Прикольная тема. Днем обычно там вообще никого нет. Можно сидеть спокойно работать. Хороший Wi-Fi, красивый вид. Приятно. Но для самых частых путешественников доступен статус Diamond. Как получить 60 ночей в отелях сети Hilton? Или 30 стеев? Или 120 тысяч баллов. Напомню, 120 тысяч базовых баллов, это получается 12 тысяч долларов вы должны потратить за год. Неплохо. Неплохо. И не забудьте повторить, конечно, на следующий год, чтобы не потерять этот статус. А что статус дает вообще? 100% дополнительных баллов. Кайф. В 2 раза больше будете получать баллов для следующих поездок. Доступ в Executive Lounge, о котором я говорил ранее. Странный бонус, но премиальный Wi-Fi, если он есть в отеле. Я, честно сказать, не сталкивался с этим, но, видимо, какая-то историческая реальность, когда была сегрегация по Wi-Fi или что-то такое, может быть, там скорость больше или что-то подобное. Честно, нигде пока такого не видел разделения. Либо оно встроенное, скажем так, в сам Wi-Fi, сеть общая, а ты уже просто получаешь скорость быстрее, потому что ты молодец. Если у вас есть этот статус, и вы провели 60 ночей, то есть вы его подтвердили, то вы можете еще и подарить золотой статус кому-нибудь из ваших друзей. А если проведете 100 ночей, за 1 год, естественно, этот подаренный статус тоже станет Diamond. Если в отеле доступны сьюты, то вас могут повысить до них. Есть, правда, ограничение на то, что максимум однокомнатный сьют, но это прикольно. Все зависит от отеля и загруженности. Честно сказать, судя по форумам, по Reddit и так далее, в Америке сьюты дают практически никогда. Меня повышали до сьюта лишь однажды. В Ташкенте было дело, это было прекрасно. Я вот писал про это в Телеграме. Здесь ссылочка будет, картиночка, переходите, подписывайтесь, там очень интересно, когда я про него помню. Если вдруг отель забит, но вам очень нужно остаться в городе, именно в Хилтоне, ну, предположим, такое мероприятие, экспо, я не знаю, то, если вы свяжетесь с отелем за 48 часов до вашего приезда, вам найдут номер. Ну, очень постараются, по крайней мере. Не знаю, как это внутри устроено, видимо, там есть какие-то заблокированные номера на эти случаи, но вот такая возможность есть. Это прикольно тоже, и есть она только у Diamond мемберов. Если вы так часто путешествуете, что у вас статус Diamond есть уже 3 года, и суммарно за всю жизнь вы в Хилтонах прожили 250 ночей или заработали 500 000 базовых баллов за всю жизнь, не обязательно быть Diamond'ом за это время, то вам могут продлить статус еще на год, даже если вы не набрали условия для продления. Уже проявляется лояльность, это прикольно. Но, мне кажется, самое прикольное – это Lifetime Diamond статус. Высшая категория, высшее. Упоминаний о нем, честно сказать, не вот много. Плюшки ровно такие же, как у обычного Diamond, только когда вы получаете этот Lifetime, то, естественно, он действует всю вашу жизнь, и не надо каждый год париться, чтобы его продлить и поддерживать, и не скатиться до более низких статусов. Там не все просто. Вообще не просто, точнее, его получить. Во-первых, вам нужно быть Даймондом в течение 10 лет. Спасибо, что не подряд, но все-таки это дофига. Второй важный пункт. Вам за всю жизнь нужно заработать 2 миллиона базовых баллов. Или провести 1000 ночей в отелях сети Hilton. За всю жизнь, опять же, не подряд. Эта опция явно для самых лояльных клиентов. И много раз на форумах я видел упоминания темы, что вот я уже 15 лет Diamond, но при этом Lifetime мне все еще не дают. Все по той причине, то, что второй пункт про базовые баллы или 1000 ночей все-таки люди не набирают, несмотря на то, что достаточно много путешествуют по работе или просто так. На самом деле в мире есть и другие более простые пути получения статусов Хилтона, как и его баллов. Это самое простое — капбрейдинговые карты кредитные. Это кредитные карты, которые дают вместо кэшбэка баллы Хилтона, а иногда и статус в довесок. Карты такие предоставлены в 9 странах всего. Это, естественно, Штаты, где больше всего вариативности, разных опций. Насколько я знаю, там есть карта, которую можно при оформлении получить сразу Diamond статус в сети Hilton, и она стоит что-то дохренища в год, но не суть. Также есть Англия, Япония, Корея, Германия, Канада, Сингапур, Австралия и Эмираты. Если вам интересно узнать больше про эти карты, у же канал про карты все-таки, если я про это буду вспоминать, то пишите в комментарии, постараюсь что-нибудь разобрать, рассказать, какие вообще карточки в мире бывают. Получить их, конечно, трудновато будет, если вы там не живете. У меня вот такой возможности явно пока нет, но все-таки интересно же узнать, как люди другие живут. А еще всем членам программы доступна программа My Way. Это возможность выбора своих собственных бонусов в зависимости от бренда отеля. Опции меняются в зависимости от вашего уровня в сети Hilton. И эти опции можно менять в приложении. Их можно менять в любое время, буквально
нормально хоть перед каждой поездкой менять и делать, что хотите. А, да, еще важный момент насчет баллов Хилтона. Они сгорают через 12 месяцев, если вы ими не пользуетесь. Ну, точнее, как не пользуетесь. Если вы не совершаете никаких активных действий в сети Хилтон. Активное действие может быть бронирование номера, покупка баллов, проживание в отелях сети. В этом случае баллы продолжают жить. А иначе могут сгореть, и это будет обидно. Ну, кстати, баллы тоже можно как-то пожертвовать, насколько я знаю. Видимо, все-таки надо делать отдельный ролик про них. Пишите в комментарии, если это будет интересно. Надеюсь, ролик казался вам полезным. Я для себя хотел разобраться, что же дают эти статусы, стоит ли ради них жить в отелях, причем жить буквально. Потому что ради серебряного еще надо. Можно просто сделать одну поездку, а вот для Даймонда нужно прям так жить 2 месяца в году в отелях. Уже нормально. Пишите в комментариях, какие отели, какие сети мне стоит еще разобрать и насколько вообще вам интересна эта тема. Матане!